до того, как я уехал из Луганска, то есть это 2014 год, было ощущение, что у нас все получается. Открывались новые пространства, появлялась куча возможностей. Было ощущение, что вот наконец-то у нас в городе начинается жизнь. И действительно, оно, наверное, так и было. Сейчас, когда я живу в Северодонецке, у меня иногда ощущение, что я все начинаю сначала. Для меня Северодонецк — это временный город. Я когда сюда приехал, примерно так к нему и относился. Своим себя точно не чувствую. Но здесь такой город, где вообще немного своих, потому что сюда много приехало с Луганска. Луганская контрабандиаспора неофициальная, но это задумывалась как такая сеть художников, которые могут к ней свободно присоединяться, если разделяют какие-то наши ценности или, например, хотят работать с темой военного конфликта. Война не закончилась, и в том числе для меня тоже, значит. Я считаю, что новая библиотека — это инклюзивное свободное пространство, в котором молодежь может развиваться, реализовывать свои проекты. У нас нестандартная библиотека, она работает в формате арт-пространства. В библиотеке мы проводим разные развлекательные мероприятия, делали квартирники, делали быстрые свидания. Приїхали ще українські письменники, чиї книги прийшли. С молодежью нужно говорить на их языке, а они хотят тусить. Таку знику. Як нам взагалі сприймати? Відував, тобто у нас фотографії є родинні і так далі. Я проводил акцию, которая называется Good Silent Party. На интернет-радиостанции «Сковорода» играл диджей наживо, а музыка транслировалась в стандартном радиорежиме по Украине. И в 10 библиотеках мы проводили вечеринки. Участник вечеринки с помощью телефона подключался к радиостанции и тусил в наушниках, потому что тишина должна быть в библиотеке. Інтерактивна частина. Як вона буде проходити? Так, стоп, почекай. Найбільша частина – це У нас обговорення. есть SMM-менеджер, у нас есть дизайнер, у нас есть райтеры. Ще нема. Ну то тоді я буду тримати. Мы ведем страничку Луганской областной библиотеки. У нас там регулярные посты, информативные, там, образовательные. Підніміть руку. Я хочу делиться этим опытом, чтобы наша библиотека делилась этим опытом с другими библиотеками, и они также вот по этому пути шли. Я живу велосипедом, катаюсь уже очень давно. У меня не было тех людей, которые мне могли бы помочь сделать какой-то трюк. Это было очень сложно. Я хочу обучить детей, чтобы им это легче было. Дружбой я уже занимаюсь 2-й год. У меня есть 2 школы, я обучаю детей на велосипеде кататься и на самокатах. Еще мы проводим какие-то соревнования для детей, чтобы у них был стимул кататься и развиваться больше. В самом начале я в это вообще не верил. Оно пустовало, я не знаю, там лет 5-8 это здание. Когда мы начинали только заниматься, здесь очень много мусора было, всякого там хлама. Мы убирали это все около недели. Нам сделали бетонную стяжку здесь. Ну, как-то сделали нам ее плохо, что в итоге она у нас через неделю эксплуатирования развалилась. Фигуры сделали тоже неправильные. То есть первое все, что мы сделали, у нас оказалось все провально. Я параллельно еще работал на стройке, параллельно учился в техникуме, но это было очень сложно, как бы, и заниматься и тут, и там.
Я много думал бросить, как бы сложно это не было, но я остался здесь. Самым успешным художественным проектом, я считаю, у нас журнал, который мы выпустили с друзьями, который назывался Golden Call. Состоял он из разных интервью с ребятами с Луганска и Донецка, которые сейчас там продолжают жить и, тем не менее, пытаются заниматься какой-то культурной деятельностью. Это продолжение этого журнала мы сделали вечеринку в Киеве, куда пригласили ребят из Донецка, которые там диджеяли, и мы с ними сделали еще один ивент в прошлом году в Харькове. И вот прямо сейчас ведем переговоры еще об одной вечеринке, которую можно сделать в Киеве. Очень важно познакомить людей, которые живут в Киеве, на подконтрольной территории, с молодежью, которая осталась в Луганске и Донецке. И немногие знают, что там вообще кто-то остался, кроме боевиков, например, или бабушек, которые там ездят сюда пенсию получать. Я думаю, что как минимум у молодежи из Киева и молодежи из Луганска и Донецка довольно много общего. По городу я передвигаюсь на инвалидной коляске. По дому я могу ходить с палочкой. Но, по сути, мне это не мешает организовывать мероприятия, там, вообще вести активный образ жизни. Я считаю, что барьеры, они в голове, и человек строит эти барьеры из таких кирпичей неуверенности, там, стереотипов, каких-то шаблонов. Тема инклюзивности мне очень близка, я ей немного занимаюсь. Я привлекал незрячих ребят, я привлекал мам с колясками, чтобы показать, что эти пандусы нужны не только для людей с инвалидностью. После этого сделали 5 пандусов у нас в Старобельске, в ДК, Дом культуры, там, в центре сделали пандусы. Но еще есть куда развиваться и развиваться. В моем случае общественная деятельность — это как лбом пробивать стены. Тебе не всегда благодарны, к сожалению. Но ты же это не ради благодарности делаешь. Это вопрос совести и социальной ответственности. На данный момент я вижу в этом мое призвание. Убирали, ни хрена. Когда вот по всей неделе мы тут проезжаем по магазинам. Меня больше всего раздражает в Северодонецке. Меня раздражает то, что люди в основном думают про себя и существуют поодиночке. Если мне что-то нравится, если я хочу, там, не знаю, послушать какую-то конкретную музыку или, там, не знаю, строить какое-то конкретное мероприятие, то это должен сделать я сам, потому что шансов того, что это сделает кто-то другой, вообще очень мало. Я думаю, это само собой поменяется, просто потому что люди поймут, когда они помогают кому-то в чьей-то деятельности, есть большая доля вероятности, что им тоже помогут.
И значит, как минимум, каких-то 2 проекта можно будет уже реализовать сообща. Я себя чувствую в этой среде как минимум активным участником. Хотелось бы чувствовать себя человеком, который мотивирует остальных. Сам Лисичанск, он вообще не развивается, как город. Кроме шахт толком ничего не осталось. Все заводы закрылись, все закрылось. Он вообще некомфортный. Здесь нет ничего хорошего. Люди здесь какие-то вот, серьезно злые ходят, то есть у них постоянно какие-то хмурые все. Подростки заканчивают школу и уезжают отсюда. Это правильно. Тут делать нечего. Если я уеду, там, те, кто мне помогают, уедут, то это место просто умрет, и никто не будет этим заниматься. Не хочу, чтобы оно... Вот сейчас, типа, все круто, а потом бах, и нема его. Может быть, у меня кто-то из моих учеников в дальнейшем тоже захочет этим заниматься, чтобы это место жило, как бы развивалось. Главное, чтобы оно развивалось до конца. Меня построили давно, и долго я стою на одном и том же месте. Никуда не ухожу. Во мне дыма очень много, дни и ночи я стремлю на одном и том же месте. Никуда не ухожу, просто я заводская труба. Я заводская труба. Я гоню дымок по стенам, он весь валит из меня. Загораюсь я огнями, ни ночи я дымлю. На одном и том же месте никуда не ухожу. Я заводская труба.